Тихо падал снег, в пустом небе одиноко светила луна, а в дом ветеринара, к слову сказать, женщине в возрасте, поздно ночью кто-то постучался. Она читала книгу и еще не спала. Сначала она испугалась стука. Время позднее, такое время приходит только с плохими новостями. Сразу вспомнила про дождь с детьми, но отогнала эти мысли от себя, быстро одела тапочки, накинула платок и взяла свечу в руки. Стук повторился, еще громче и настойчивее. «Кого нелегкая принесла?» — думала она, спешно подходя к окну. Отворив занавеску, она увидела мужчину, и в свете луны женщина смогла его разглядеть. Он был одет в поношенную шубу, в шапке-ушанке и валенках. Позади него стояли сани. Из его рта шел пар. Он снял шапку и вытер ей пот со лба. Мужчина тарабанил в дверь рукой в варежке и умоляюще смотрел на дверь. Он заметил свет от свечи в окне, повернулся к нему и заметил женщину. «Простите за беспокойство. Вы ведь лекарка?» Женщина удивилась. Такое слово она слышала еще от своей бабушки, когда та принимала какие-то травы или растирала больную ногу и говорила, что ей это посоветовал лекарь. Женщина поняла, по какому вопросу к ней этот мужчина так поздно заявился, спешно открыла дверь. Ее обдала волна холодного зимнего воздуха. «Меня Олег зовут. Я тут мне срочно нужна ваша помощь, вернее, не мне, а ей». И показывает на сани. «Надеюсь, что там не ребенок», — подумала женщина. «Я Валентина, я вообще-то ветеринар». «Да-да, вы-то мне и нужны». На лице мужчины явно появилась радость. Он побежал к саням и снял шубу. Под ней на еловых ветках лежала рысь. «Можно к вам в дом?» И, не дождавшись ответа, мужчина взял в руки дикое животное и понес в избу. Рысь была неподвижна, глаза закрыты. Она не реагировала на то, что с ней делают. Олег нес ее на руках, а за ним маленькими капельками по снегу оставались красные пятна. Пройдя через сень, они зашли в дом. Простые, ничем не окрашенные стены. Справа стояла теплая печь, деревянный скрипучий пол. В нем было уютно и тепло. Было видно, что тут есть хозяйка, однако следов хозяина Олег не увидел. Напротив печи стоял стол, а над ним башница с иконами. Мужчина донес рысь до стола и положил ее прямо на него. Валентина принялась рассматривать, что ей принес Олег. Следы капкана на лапе, порванный бок, следы от чего-то еще, возможно, ружья. «Ты ее изловить, что ли, хотел, а потом жалко стало?» Удивленно посмотрела женщина на Олега. «Нет, нет, что вы, прошу вас, сделайте что-нибудь. Потом я вам все расскажу. Ну, правда, что это я?» Рана серьезная, она потеряла много сил. Сделаю все, что смогу. Будешь помогать мне тогда. Валя взяла теплые воды, стоящие на печке, порвала простынь на тряпке, осмотрела еще раз раны и принялась за работу. Она то и дело просила у Олега подать то одну вещь, то другую. Он пытался делать все быстро, но руки его не слушались. Он слишком сильно переживал за это животное. Неожиданно Валя попросила раскалить ножницы. Олег послушно выполнил ее просьбу. Когда все было готово, она взяла их и начала доставать из бока рыси что-то блестящее. Она достала это и положила на блюдечко. В пуле о звонку ударилось металлическое дно. После этого Валентина перевязала рысь и, насколько это было возможно, напоила отваром из целебных трав. Рысь была очень слаба. После того, как дело было закончено,
Валентина разрешила мужчине подойти к дикой кошке. Олег погладил ее по макушке, наклонился, что-то пошептал над ее головой и перекрестил. «Я сделала все, что было в моих силах. Теперь дело за ней. Захочет она жить, то выкарабкается. Я все удивляюсь, как это вы меня нашли, ведь я единственный, кто бы мог вам помочь. Тут поблизости нет ни врачей, ни лекарей. Еще бы небольшое промедление, и не стало бы вашей кошки. Ну, а теперь, голубчик, рассказывай, как все произошло». Она сделала чай на травах, Олегу добавила ромашки. А то было видно, как он нервничает. Они сели за стол. Олег сделал глоток. Горячий чай с ромашкой, его любимый. И, как она угадала, ему сразу стало лучше. Уютное кресло, чай, слово Валентины о том, что рысь поправится. Все это позволило Олегу расслабиться. Он призадумался на минуту, а потом начал свой рассказ. «Живу я в старом домике, в лесу. Наверное, от лесника он остался. Живу там с тех пор, как от людей ушел. Не смог я жить среди них. Все злые, врут и обижают. А как жены не стало, я и подался в лес. Сначала ходил гулять, и в одной из прогулок я наткнулся на эту избушку. Она была в плохом состоянии, но если посмотреть на нее с другой стороны, то можно было найти плюсы. Бревна хорошие, крыша почти целая. Внутри рабочая печь. Я рукастый мужчина, для меня проблема не составит привести ее в божеский вид. Подумал я, да и порешал жить здесь. Постановил за пару месяцев. Как раз к осени все было готово. Взял свои пожитки до дружка, это собака моя, и ушли мы жить в ту избушку. Жили мы спокойно в единении с природой. Летом я грибы собирал да ягоды, зимой ходил на охоту. Дружок мне в этом помогал. И вот, в один из дней, дружок ко мне не вернулся. Где я его только не искал, звал, переживал, но не суждено нам было больше увидеться. Это я уже потом подумал, может, на волка нарвался или медведя, хотя волков тут отродясь не было. Пару недель спустя я начал замечать следы, человеческие. Затем мне стали попадаться капканы. Я сразу понял, что нечистые-то люди здесь ходят, мародеры. «Может, браконьеры?» — уточнила Валентина. «Да-да, они самые. Думаю, что и мой дружок им тогда окаянным попался. Ну да ладно. Я, значит, эти ловушки и капканы портил специально, а те, что испортить было нельзя, уносил с собой в избу. Так продолжалось какое-то время, пока в один из вечеров я не услышал хруст, знаете, как будто что-то упало за окном, вот как с крыши высокий снег падает. Я отложил свои дела и вышел посмотреть. Недалеко от крыльца кучей снега лежала она, и он показал на рысь. Я подошел, чтобы посмотреть. Было видно, что она хорошо пострадала. Пострадала от мародеров. Следы от капкана, рваный бок. Видимо, там были еще и собаки. Еще и с ветки свалилась, пока добиралась до меня. Рысь медленно из последних сил поднялась и, шатаясь, пошла по направлению ко входу, выставляя за собой след. Она зашла в него и упала. Видимо, потратила последние силы. Какое же умное животное решило укрыться у меня? Ну что я мог сделать? У меня даже бинтов-то нет. Посмотрел я на нее, сбегал за сонями, да и сюда побежал. Слышал, что тут где-то лекарь есть. Видимо, чутье какое-то привело меня к вам. Так они проговорили до самого утра. Он рассказывал ей о своей жизни, о том, что она всю жизнь проработала ветеринаром, лечила животных,
о том, как ее бросил муж с маленькой дочкой на руках, и как она сама ее вырастила и отправила в крупный город ради достойной жизни. Валентина была хорошей, доброй женщиной, но немного несчастной. Ей хотелось мужского плеча и дарить кому-то уют и тепло. Утреннее солнце показалось в окне и осветило избушку. Валентина пошла проверить, как там ее подопечная. Рысь пережила самый сложный период — первую ночь. Значит, есть тяга к жизни. Значит, все будет хорошо. Валентина этому очень радовалась. Она очень хотела, чтобы с ней все было хорошо. Ну что ж, я могу дать вам рекомендации и лекарства. Можете забрать свою красавицу. Дальше вы справитесь сами. Я в этом уверена. Олег аккуратно взял рысь и положил на санки. Валентина решила их проводить. Пошли они вместе, да так незаметно, и дошли до его избушки. «Как так вышло, что я к вам в гости-то пришла, Олег?» — смеялась Валя. «Да и оставайтесь у меня», — улыбнулся он. Удивительно, что эта мысль не показалась Валентине безумной, ведь бывает так на свете, что два одиноких сердца вот так вот просто могут найти друг друга темной зимней ночью. Но они не знали, что в это время, пока Валентина была у Олега, к ее дому подошли два мужика, у одного из которых была сильно ранена рука. Дикий зверь боролся за свою жизнь и ранил этого человека. За спиной у них были ружья и капканы. Собаки их тревожно рычали и бегали, улавливая запах дичи. Но этим мужчинам было не до охоты, больше не до охоты. Они стучали в двери и окна, но им никто не открывал. Ведь единственный врач, которого они могли бы здесь найти, ушел. Вот такая история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего!